28 июня Ягер заявили о закрытии одной из любимейших игр за цикл Фронтира. Лично я провел в ней очень много часов своей жизни. Привлекло в ней интересно созданная атмосфера игры, приятный и быстрый геймплей. А боты, они просто великолепны и хорошо проработаны. Иногда при стычках с игроками думалось, на кого больше обращать внимание. Неплохо досаждали. А также звуки игры. Мое почтение. Когда начинал играть, порой пугал собственного топота. Позже, во втором сезоне, познакомился с очень дружелюбным русским комьюнити и нашел преданных и верных тиммейтов, которые не похабар. Причем нашел их по большей части в самой игре, через Voice. Бывает, проходишь задание совместно с челом из Дубая или помогаешь какому-то американцу с уверенным басистым голосом, такому же одиночку, как и ты, отбиться от агрессивного сквада вместе эвакуироваться. В общем, много эмоций и игровых ситуаций дарила за день эта игра. В конце первого сезона была замечена огромная армия разных читеров всех мастей. Их мотивация была поначалу неясна. Казалось, что кто-то пытается таким образом поднять свою самооценку, как во многих онлайн-играх. Но позже было замечены сайты по продаже игрового барахла за реальные деньги. В этой игре можно передавать лут между игроками, кто не в курсе. Мало ли. А также можно было нанять себе читера для охраны. Но это, конечно, уже... Ягер, которые так прислушивались к мнению игроков, были в шоке от количества читеров и жалоб игроков. Выпустили объявления, в которых обещали все исправить, ненадолго успокоив игроков, дав им надежду на продолжение. И действительно, начались баны. Разработчики сделали возможность возврата лута тем, кто пострадал от действий читеров. По слухам, отдельные сервера для них. Но при этой работе они не забывали разнообразить и балансить игру. Например, добавлена третья карта, крафт модификации в инопланетной кузне во время опасной бури. Просто космос. И все же, они проигрывали эту войну, и многие верные искатели, такие как я, устали от этой войны и переключились на другие проекты. Надеюсь вернуться, когда все наладится. И вот мы узнаем о закрытии проекта. Это просто мой сумбурный крик души. Делился своей печалью Руслан Рене, канал На Фоне, с неминуемо падающей станции перспектива. Эх, а так все хорошо начиналось. Надеюсь продолжится. Может, это шутка? Шутка ведь?